Постовая и патрульная служба милиции организуется в целях охраны общественного порядка и безопасности граждан. Социалистической и личной собственности, для регулирования и надзора за движением транспорта и пешеходов. Для охраны задержанных и арестованных. Она осуществляется постовыми и патрулями. Посты могут быть одиночными и парными. Патрули пешими. Конными. На мотоциклах, на автомашинах, на катерах. Для усиления постовой и патрульной службы привлекаются члены БСМ, дворники, сторожа и актив общественности. Важность выполняемых задач и участие в охране общественного порядка значительного количества сил и средств требуют умелой организации постовой и патрульной службы. Наряды постовых и патрулей должны выставляться там и тогда, где они могут своевременно предупреждать и пресекать нарушения общественного порядка и уголовные проявления. Рассмотрим основные принципы организации службы на примере одного из отделений милиции. Постовую и патрульную службу организует начальник отделения. Он обязан хорошо знать территорию отделения и ее особенности. Количество и состав населения, как постоянного, так и временно пребывающего. Наличие и режим работы промышленных, торговых и зрелищных предприятий, учреждений и учебных заведений, состояние транспорта.
места, где наиболее вероятны уголовные проявления, и нарушение общественного порядка в разное время суток и года в различную погоду. При изучении обстановки начальник отделения использует данные о преступлениях и нарушениях общественного порядка за прошедший период. Материалы паспортного стола, ориентировки старших начальников и соседних органов милиции. Доклады оперативного состава, участковых уполномоченных, дежурных, постовых и патрульных. По Нижнезаречной улице у дома номер 25 поздно ночью появляются подозрительные люди. Постовые докладывают, что они несколько раз проезжали на автомашине «Победа». У механического завода после 17:00 часов на остановках транспорта создается толкучка. Есть случаи карманных краж. Заявления граждан. По улице вечером спокойно пройти нельзя. Я вам так скажу, товарищ начальник. Пристают хулиганы, скандалят. Убедительно просим принять меры, товарищ начальник. Благодарю вас за сообщение. Меры будут приняты. Личное общение с гражданами, изучение обстановки путем обхода и объезда территории начальником отделения милиции имеют первостепенное значение при организации постовой и патрульной службы. Сила милиции в связи с народом. Чтобы полностью избавиться от таких позорных проявлений, как уголовное преступление и нарушение общественного порядка, необходимо активное участие в борьбе с ними всей общественности. Только общими усилиями мы сможем выполнить эту важную задачу. Важнейшим требованием при организации постовой и патрульной службы является обеспечение широкого маневра с силами и средствами в зависимости от изменений обстановки. Количество нарядов должно увеличиваться в наиболее напряженные часы суток и в местах, требующих усиления наблюдения милиции. Как же организовал постовую и патрульную службу начальник отделения милиции? Имея 47 милиционеров, отделение ежедневно может выставлять в наряд 30 человек. Начальник отделения милиции решил выставлять в течение суток 2 круглосуточных поста, 2 двусменных, 7 односменных,
2 парных поста, 2 пеших патруля по 4 маршрутам, и патруль на автомашине по 3 маршрутам в зависимости от обстановки. Каждому посту и маршруту определено время несения службы. Количество нарядов в разное время суток не одинаково. До часу ночи будут нести службу 5 одиночных постов, 2 пеших патруля и патруль на автомашине. По мере того, как жизнь в городе затихает, прекращают работу кинотеатры, клубы, парки, закрываются кафе и рестораны, количество нарядов уменьшается. Утром, когда улицы города становятся многолюдными, количество нарядов милиции возрастает. Днем большинство населения занято работой, учебой. Людей и транспорта на улицах становится меньше. Количество нарядов снова сокращается. Наиболее напряженная обстановка создается вечером. Количество нарядов возрастает до максимальной плотности. Графически плотность нарядов на территории отделения по времени суток будет выглядеть так. До часу ночи нарядов 10, людей в них 16. С часа до 6 часов нарядов, людей. С 6 часов до 10 часов нарядов, людей. С 10 часов до 16 часов нарядов, людей. С 16 часов до 24 часов нарядов, людей. В решении начальника отделения предусмотрено перемещение постовых в течение смены с одного участка на другой, имеющий более важное значение. Переход парных постов. Парные посты номера 6 и 10 с 23 часов переходят на патрулирование. Объединение одиночных постов. Посты номера 2 и 1 с 24 часов объединяются и несут патрульную службу. Постовые и патрульные, составляющие основу службы милиции по охране общественного порядка, обязаны установить связь и организовать взаимодействие со сторожами, дворниками, членами БСМ, с участковыми уполномоченными. В результате границы наблюдения поста и маршрута значительно расширяются.
связи с тем, что на территории отделения милиции в 6 километрах от основной части города имеется рабочий поселок Первомайский с населением 8 тысяч человек, в распоряжение участкового уполномоченного поселка выделено 3 милиционера. Товарищ Макаров, в ваше распоряжение направлены милиционеры. Старшина Смирнов, старший сержант Морозов и сержант Рудин. Используйте их для несения постовой и патрульной службы. Слушаюсь. Участковый уполномоченный обязан самостоятельно организовать охрану порядка на обслуживаемом участке. Выделение небольших групп милиционеров целесообразно производить участковым уполномоченным, обслуживающим рабочие, дачные поселки и другие обособленные участки. Решение начальника отделения милиции на организацию постовой и патрульной службы оформляется в виде дислокации постов и маршрутов патрулей. С изменением обстановки расстановка нарядов по месту и времени должна корректироваться, а при необходимости заменяться новой. Ближайшим помощником начальника отделения милиции по организации постовой и патрульной службы, особенно там, где нет заместителя по службе, является командир взвода. Он поддерживает постоянную связь с участковыми уполномоченными, оперсоставом, дежурными по отделению и паспортными работниками. Командир взвода обязан обобщать все изменения обстановки и докладывать начальнику отделения свои предложения. Установилась хорошая погода. На реке много купающихся, особенно в районе пляжа. Туда необходимо передислоцировать пост номер 12. Время несения службы с 9:00 до 17 часов. Пост номер 1 следует сделать двухсменным, пост номер 8 выставлять парным с 18 до 2 часов. С предложением согласен. Внесите соответствующие изменения в дислокацию. Важным моментом в организации постовой и патрульной службы является инструктаж нарядов. Он проводится отдельно для каждой группы милиционеров, одновременно заступающей на посты и в патрулирование. Работники, проводящие инструктаж, обязаны к нему тщательно готовиться. Им нужно хорошо знать обстановку и результаты службы за прошедшие сутки.
Ряд, смирно! Равнение направо! Товарищ лейтенант, очередная группа наряда построена для инструктажа. Помощник дежурного старшина Сергеев. Вольно. Вольно! На инструктаже проверяется готовность личного состава к несению службы, внешний вид и наличие положенного оружия и снаряжения, знание постовыми и патрульными своих общих и особых обязанностей и прав. Товарищ Игнатьев, как вы поступите в случае необходимости временно оставить пост? Отлучаясь с поста в предусмотренных уставом случаях, постовой обязан, если это возможно, оставить вместо себя дворника или члена БСМ. При первой возможности по телефону или другим способом поставить в известность дежурного по отделению милиции. Товарищ Иващенко, какие особые обязанности службы на вашем посту? Наблюдать за сберегательной кассой и почтой. В часы пик обеспечить порядок у остановок трамвая и троллейбуса. Объявляются итоги несения службы за прошедшие сутки. За истекшие сутки большинство постовых и патрульных службу несло бдительно. Отличился милиционер Богданов. В 4 часа 30 минут. Гражданин! Гражданин, прошу остановиться! Что несете? Взял свои вещи у родственников. Иду домой. Какие у вас имеются документы? Пожалуйста. Руки вверх. Кругом. 2 шага вперед. Возьмите вещи. Вперед. Пошли. Опасный преступник арестован. Товарищ Богданов представлен к поощрению. Бдительно нес службу милиционер Рязанов. Он задержал и доставил в отделение милиции. Да, похоже на подделку. Задержанный оказался преступником, бежавшим из заключения. А вот милиционер Салов, неся службу в парке, заметил затевающий странности. Дай ему! Но вмешался только по требованию граждан. Товарищ милиционер, букет драка. Просим принять меры. Разве не прекратите? Вот цепишь, уйди. Прекратите! Уйди!
При прекращении драки без всяких оснований произвел выстрел. Хулиганов удалось задержать только с помощью патрулей. Неправильно действовал милиционер Беззубов. В 23:00 он услышал Кто тут свистел? Свистел дворник. Вот там кого-то раздели. А кого? Кажется, женщину. Что случилось? Сняли пиджак. Я видел, как от него побежал человек в светло-спортивной куртке. преступник скрылся. Сообщаются характерные особенности и изменения обстановки. Ставятся задачи постовым и патрульным. В городе действует группа опасных преступников, которые за последние дни совершила 2 квартирные кражи и ограбила магазин. Вчера на улице Луначарского было разбойное нападение на женщину. Есть данные, что эту группу возглавляет вот этот человек. Прошу помнить приметы. В универмаг прибыл новой партии двигателей, возможно, большой. Обеспечить открытие магазина. Примите меры спекуляции командных краж. Вопрос? Нет. На последний. Начинается сложная и напряженная работа постовых и патрульных. На пост номер 2 заступает старшина Игнатьев. Товарищ старший сержант, старшина Игнатьев прибыл для смены. Товарищ старшина, во время несения службы на посту происшествий не было. Сдающий пост сообщает заступающему об имевших место происшествиях и о полученных им распоряжениях, которые не были выполнены к моменту сдачи поста. Заступающий на пост должен знать обстановку поста, расположение ближайших нарядов милиции, постов БСМ, дежурных дворников и сторожей, местонахождение советских и партийных органов, учреждений и предприятий, расположенных на территории поста, номера телефонов пожарных команд и скорой помощи, ближайших больниц, аптек, вытрезвителей, места скопления населения, где наиболее часто нарушается общественный порядок и могут совершаться уголовные преступления. Смена происходит в центре поста. Старшина Игнатьев приступил к несению службы.
двухсменный пост номер 3. На территории поста находится универмаг, сберкасса, райисполком. Здесь большое движение транспорта. Всегда многолюдно. На этот пост заступил старшина Петров. Он хорошо знает территорию поста, особенности обстановки и умело выбирает место наблюдения. Вот и нарушитель. За нарушение придется уплатить штраф. Мусорить на улице нельзя. Петров всегда вежлив и внимателен. Тактично и вежливо обращается с гражданами и постовой Игнатьев. Скажите, пожалуйста, как пройти мне на Ясновский переулок? Пройдите до следующей улицы, первый переулок направо будет Ясновский. Благодарю вас. В отделении милиции происходит смена дежурных. Товарищ подполковник, лейтенант Ермакович дежурство по отделению милиции сдал. Товарищ подполковник, лейтенант Устинов дежурство по отделению милиции принял. Товарищ Устинов, оденьте повязку. Через полчаса зайдите ко мне с книгой учета происшествий. Можете идти. Товарищ милиционер! Товарищ милиционер! В квартире скандалит пьяница! Помогите, пожалуйста! Ой, 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 ой. Постовой обязан обеспечить порядок перед открытием универмага, когда скапливается много народу. В первую очередь пропустить граждан с детьми, и престарелых. Скандал в квартире прекращен. Ну, спасибо. Благодарим вас. Пожалуйста. До свидания. Спасибо, спасибо большое. Сегодня в универмаге продают красивые босоножки. Желающих купить очень много. Этим пользуются спекулянты.
Трудно обмануть бдительность постового Петрова. Спекулянта нужно задержать с поличным. При временной отлучке с поста сержант Петров оставляет за себя дворника. Это уже не порядок. Надо принять меры. Гражданин, поднимайтесь. Вот так. Где вы живете? Вон там! Там! Есть и такие нарушители. Гражданин! В чем дело? Прошу поднять окурок. Ничто не может укрыться от зоркого глаза Петрова. Поведение гражданина вызвало подозрение. Следует проверить. Батюшка, украли! Что делать? Вы понимаете, в магазине у нас парень стоял, что делать? Ой, боже. Гражданин! Держаться. А что случилось? Идемте. Милиционер, это меня украл. Как мне? Ничего подобного в этом пакете. Придется пройти вычисление. Маленькая гражданка не знает, где ее дом. Нет сомнения, он поможет найти ей маму. Детей, отставших от родителей, постовой доставляет в детскую комнату милиции. Старшина Петров знает, что в это время ему необходимо обеспечить безопасность инкассатора. Молодой человек решил преподнести цветок. Гражданин, одну минуточку. Подойдите сюда. Нехорошо. Зачем рвать цветы с клумбы? Простите, пожалуйста. Цветок отдайте барышне и больше не рвите. Наступила вторая половина дня. Заместитель начальника отделения по службе инструктирует и высылает еще... Товарищ Рябинин, сегодня на механическом заводе выдача зарплаты.
обеспечьте порядок у остановок транспорта и продовольственной палатки. Пятый пост. Он находится у механического завода. По пути на пост старшина Рябинин потребовал установить ограждение у дома, где производятся ремонтные работы. На территории поста рынок. Торгующие должны соблюдать чистоту. Малолетним на рынке торговать запрещается. А теперь нужно быть у завода. Там смена рабочих. Да не ломай руки, понял, разберемся, сейчас милиционер пришел, отчеты! Я не брал деньги, не брал! Товарищ милиционер, в чем дело? Не брал. Этот мерзавец вытащил у меня деньги. Нет, Точно нет! из кармана. Прошу вас быть свидетелем. И вас тоже, товарищ. Товарищ милиционер, я видел, как этот парень вытащил у меня деньги. Я очень спешу. Вот мой паспорт, запишите, пожалуйста. Гражданин, прошу вас помочь мне. Пожалуйста. На месте происшествия постовой обязан принять меры к задержанию преступника и выявлению свидетелей. При необходимости постовой должен оказать помощь пострадавшим и обеспечить сохранение следов преступления и вещественных доказательств. И в этом случае первым приходит на помощь постовой милиционер. У него есть индивидуальный пакет, и он знает, как им пользоваться. Что такое? Постовому свойственна смелость и решительность.
Прошу вас, срочно вызвать скорую помощь. Постовой знает, как действовать при спасении утопающих. В случае необходимости нарядом может быть оказана помощь из отделения милиции. Наряды, заступающие на посты и маршруты в наиболее напряженные дни и часы, инструктирует личный начальник отделения милиции. Пеший патруль на маршруте номер 3. Сафронов и Агапов. Старший товарищ Сафронов, при несении службы периодически осматривайте парк. Там вчера был совершен рывок. После 22 часов обеспечено наблюдение за рестораном. Патруль на автомашине Захаров, Гончаров, Алексеев. Старший товарищ Захаров, патрулировать по маршруту номер 1. Особое внимание обратить на осмотр окраины города и лесного массива. Маршрут пешего патруля номер 3. Его протяженность 1,5 километра. На маршруте парк, клуб, ресторан, магазины. Службу несут старшина Сафронов и старший сержант Агапов. Хорошие результаты по охране общественного порядка и борьбе с уголовной преступностью дает патрулирование на мотоциклах и автомашинах. Высокая подвижность этих средств позволяет охватить большую территорию и внезапно появляться нарядом в самых различных местах. Патруль на автомашине несет службу путем наблюдения за порученной территорией при объездах, делая кратковременные остановки в наиболее важных пунктах. Патруль на автомашине обязан постоянно поддерживать связь с дежурным по органу милиции и соседними нарядами по радио или телефону. Начальник отделения милиции должен организовать систематическую проверку постовой и патрульной службы в разное время суток. В наиболее напряженное время суток и ночью проверки проводятся чаще. Товарищ подполковник, постовой старший сержант Марков. Что произошло на посту за время службы? За время несения службы мною задержаны 2 хулигана и пресечено распитие спиртных напитков в магазине. Где находятся ближайшие наряды милиции? С 17:00 до часу пост на сквере у пруда. Второй пост с 19 часов у кинотеатра «Победа». Затем перемещается на конечную остановку трамвая. С 20 часов по Первомайской улице будет нести службу пеший патруль. Основным требованием при проверке является обучение постовых и патрульных приемам несения службы непосредственно на постах и маршрутах, а также устранение на месте выявленных недостатков. Смотрите, территорию палатки осталась неубранной. Приму меры. О результатах проверки делается запись в постовой книжке и суточные ведомости.
постовые и патрульные обязаны проверять службу сторожей, и дворников. Тихо, но патрульным нельзя ослаблять бдительность. За мной. Они всегда готовы прийти на помощь. Товарищ лейтенант, в Малом Семеновском переулке нами задержано за попытку к нападению на гражданку Чекулаеву. При обыске нашли кастет и финку. Проверив порядок у кинотеатра, патруль на автомашине продолжает движение по маршруту. Товарищ старшина, нужно зайти в клуб, там сегодня танцы. Идемте. Сафронов и Агапов своевременно вмешиваются и пресекают хулиганство. А здесь участковым уполномоченным установлено дежурство членов БСМ. Гражданин. Кто, я? Гражданин, прошу соблюдать. Ну, я же стоял, но... Стояли? Проходите. Пойдем, Зина. К концу работы ресторана. Появление патруля охлаждает азарт разгулявшихся. Сафронов и Агапов решили здесь задержаться. Вы куда его ведете? Это наш дружок. Сильно выпил. Ну, надо отвезти его домой. Товарищ Агап, нужно проследить, куда они пошли. Слушай. В чем дело? Пытались раздеть пьяного. Задерживай второго. Стой!
Нужно осмотреть парк. Здесь иногда в это время укрывается преступник. Войдем в боковую калитку, двигаться по одному, без шума. Патрульные, как правило, двигаются по противоположным сторонам улиц уступом на удалении 100-150 метров. И периодически сходятся для осмотра темных переулков, проходных дворов и других мест возможного укрытия преступного элемента. Постовой обязан охранять отдых и спокойствие граждан. В чем дело? Прошу прекратить шум. После 24 часов нарушать тишину запрещается. Простите. Остановитесь, мы осмотрим сквер. Вы нас будете ожидать у противоположного входа. В случае экстренного вызова 2 коротких сигнала автомашины. Слушаюсь. А в это время дежурный по отделению обязан немедленно ориентировать о происшествии все наряды. Слушай. На дороге в районе дачного поселка двое неизвестных совершили 538. За мной. Что случилось? Дежурный сообщил, что 10 минут тому назад на дороге в дачном поселке двое неизвестных совершили разбойное нападение на женщин. Отобрали часы и деньги. Потерпевший находится в проходной будке склада. Приказано принять меры к задержанию грабителей.
Приметы преступников известны? В темноте потерпевшая заметила только, что оба нападавших высокие. Один из них в светлом костюме без головного убора, второй в короткой куртке и кепке. Возраст 25-35 лет. К месту происшествия направляется оперативная группа с разыскной собакой. Быстро к дачному поселку. Патруль на автомашине должен иметь план города и его окрестностей. Очень важно правильно определить, куда могут направиться преступники. Преступники постараются поскорее скрыться с места преступления. Наиболее вероятно, они попытаются уехать на трамвае. А если преступники пойдут в лес или к шоссе? Возможно, но в лесу работает наша оперативная группа, а к шоссе идти значительно дальше, а машина в это время ходит редко. Сейчас главное — не дать преступникам уехать на трамвае. Одиннадцатый. Я 4-9. Пост у конечной трамвайной остановки. О-538. Знаете? Всем постам задачи поставлены. Ясно. На трамвайную остановку, Поперечный переулок. Слушаюсь. Скажите, пожалуйста, давно не было трамвая? Мы уже его ждем 5 минут. Здесь не проходило 2 молодых человека? Нет. Благодарю вас. Пожалуйста. Товарищ старшина, вы останетесь здесь и будете наблюдать за трамвайной остановкой и прилегающими улицами. При появлении грабителей задержать их. Понятно? Слушаюсь. Стой! В результате быстрых и умелых действий патруля вооруженные грабители задержаны. Постовой и патрульной службе
принадлежит важная роль в работе милиции по обеспечению образцового общественного порядка в нашем социалистическом государстве, по созданию нормальных условий для жизни, труда и культурного отдыха советских граждан. Работники милиции, постоянно совершенствуйте формы организации и приемы несения службы. Строго соблюдайте в своей работе социалистическую законность.